Добрый день, друзья. Я юрист Валерий Табаков. Сегодня 20 августа 2026 года. И я хочу без эмоций и лозунгов разобрать один из самых показательных эпизодов украинской власти за последние месяцы — увольнение Михаила Федорова. И то, как Владимир Зеленский объяснил это решение. Мы все слышали официальную формулировку, которая называется «затяжной конфликт между министром обороны и главнокомандующим». Именно эта формулировка меня как юриста и как человека, который много лет работает с конфликтами и корпоративными, и государственными, заставляет задать несколько очень простых и достаточно неприятных вопросов. Итак, поехали. Вопрос 1. Может ли затяжной конфликт быть достаточным основанием для увольнения? В обычной жизни – да. В коммерческой компании директор имеет право уволить топ-менеджера, если тот постоянно конфликтует с ключевым подразделением и парализует работу. Но мы говорим не о частной фирме, не о квартале 95. Мы говорим о высшем военно-политическом руководстве страны, которая находится в состоянии войны. Когда две ключевые фигуры, министр обороны и главнокомандующий, перестают нормально взаимодействовать, это действительно проблема. И более того, это опасно. Здесь можно согласиться с президентом. В воюющей стране Министерство обороны и Генеральный штаб не имеют права воевать друг с другом. Но дальше начинается самое интересное. Если конфликт действительно был таким глубоким и системным, то возникает вопрос: не кого уволить, а как допустили, что такой конфликт дошел до этой стадии. Хороший руководитель высшего уровня не ждет, пока конфликт станет затяжным. Он либо выстраивает четкие процедуры взаимодействия заранее, либо вмешивается на раннем этапе, либо меняет конфигурацию полномочий, когда конфликт уже дошел до стадии, когда стороны отказываются садиться за стол без посредничества самого президента. Это уже не просто конфликт двух людей, это управленческий провал. Однако конфликт не решается увольнением, и это базовый принцип. Увольнение – это не решение конфликта, это его прекращение путем удаления одной из сторон. Конфликт как таковой никуда не девается, он просто перестает быть видимым. В нормальной системе управления конфликт решают через уточнение полномочий, изменение процедур, медиацию, иногда перераспределение функций. Увольнение одного из участников – это крайняя мера, когда все остальное уже не работает, и когда руководитель сразу переходит к крайней мере. Это говорит либо о том, что он слишком долго бездействовал, либо о том, что у него просто нет других инструментов. В случае с Федоровым и Сырским мы увидели именно это. Сначала увольнение Федорова, потом под давлением улицы увольнение Сырского, то есть система сначала выбрала одного, потом была вынуждена убрать и второго. Но это не стратегия, это реактивное управление. И теперь главный вопрос, который многие
задают прямолинейно. Значит, Зеленский плохой менеджер? Я бы сформулировал точнее и мягче. Этот эпизод показывает серьезные системные слабости в определенном типе управленческих задач. Зеленский довольно эффективно работает в режиме внешней коммуникации, мобилизации общества и принятия быстрых политических решений. Это сильная сторона. Но когда речь заходит о строительстве устойчивых внутренних команд, о профилактике конфликтов на самом верху, о выстраивании институциональных правил игры между гражданскими и военными, здесь мы видим явные пробелы. Хороший менеджер высшего уровня умеет делать две вещи одновременно. Первое – держать команду в рабочем состоянии, и вторую – не допускать, чтобы внутренние противоречия выходили наружу в виде публичного кризиса. В данном случае внутреннее противоречие не просто вышло наружу, оно превратилось в политический кризис, протесты и вынужденную вторую отставку. Это цена управленческой ошибки. С точки зрения юриста, здесь есть еще один важный момент. В условиях военного положения концентрация власти в руках президента огромна. И чем выше концентрация власти, тем выше требования к качеству решений. Когда президент говорит «они живут в разных мирах, я был вынужден выбрать», это звучит как признание. Признание того, что система координат, в которой работают два ключевых института, не была выстроена, что правила игры не были определены заранее, что конфликт был отдан на самотек до критической точки. В коммерческой компании такую ошибку можно пережить. В воюющем государстве она стоит дорого и репутационно, и политически, и, возможно, в долгосрочной перспективе стратегически. Подведем итог. Затяжной конфликт может быть причиной увольнения, но он не должен быть сюрпризом. Если конфликт стал затяжным, значит, кто-то его вовремя не остановил и не разрешил. Конфликт не решается увольнением. Увольнение – это способ убрать проблему с глаз, а не решить ее по существу. И, наконец, этот эпизод не доказывает, что Владимир Зеленский плохой менеджер во всем, но он очень ясно показывает, в каких именно зонах его управленческий стиль дает сбой, а именно в управлении высокоуровневыми внутренними конфликтами и в строительстве устойчивых институциональных отношений внутри власти. Это не вопрос симпатии или антипатии, это вопрос эффективности государственного управления в критических условиях. Невозможно использовать тактику убрать обоих конфликтующих. Конфликт нужно решать по существу. На этом я заканчиваю. Если у вас есть аргументированные возражения, дополнительные факты, пишите в комментариях. Спокойный предметный разговор всегда полезнее эмоций. Спасибо, что слушали. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.